Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание 8 сентября 2021 года и поговорим о том, что нас ждет сегодня по народному календарю, какие народные приметы, практики, ритуалы вы можете совершить, а также сегодня уделим с вами внимание и лунному календарю. Поговорим о том, что это за третий лунный день, какую практику вы можете провести с растением для привлечения богатства, изобилия и достатка, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. И обращаю ваше внимание, что у нас стоят в этом видео тайм-коды, поэтому если вам интересно только народный календарь, нажимайте на тайм-код народный календарь и вы можете просмотреть всю информацию по 8 сентября. Если вас интересует только лунный календарь на 8 сентября 2021 года, тогда вы нажимаете на тайм-код и начинаете слушать важную информацию. Итак, друзья, мы с вами начинаем с народного календаря на 8 сентября 2021 года. 8 сентября отмечают народно-христианский праздник, который в народе еще называют Наталья Овсяница и Адриан Осенний. А вот согласно церковному календарю, в этот день чтят память благоверных, двух мучеников Натальи и Адриана, которые жили в III веке в Никомедии, в городе, который находится на берегу Мраморного моря. В народе же этот праздник получил название Наталья Овсяница и Адриан Осенний, потому что как с сегодняшнего дня начинают покос овса. С 8 сентября начинали косить овес, поскольку была одна народная примета: если не поспешить в этот день, то можно остаться и без овса вовсе. Ведь впереди ожидал крестьян сезон дождей и холодов. Первый сноп было принято нести в дом, сопровождая это действо песнями и шутками. Его ставили в угол в красный именно угол. Работники и хозяин усаживались за накрытый стол, на котором стояли такие блюда, как овсяное толокно, которое замешивали на воде или молоке, а также добавляли ягоды. Также на столе были блины из овса с медом. В качестве напитка хозяйка подавала кисель овсяный с брусникой. Овес добавляли во все блюда, чтобы повсюду стоял вот этот толокняный аромат, прогоняющий прель и пожары в овчине. Подчевали сегодня и лошадей, потому что они были главными помощниками, насыпали им вдоволь овса. На Наталью Овсяницу был обычай ловить день, так как к этому времени уже убавлялось от летних суток целых 3 часа. Поэтому для этого брали мешки и делали вид, что в них ловят солнышко. Затем их завязывали и просили поимку подольше с неба не уходить. После отпускали на небо, трижды крестясь и глядя на небесное светило. 8 сентября выпекали специальный блин на овсяном толокне, в который заворачивали осенние ягоды. Это было лакомство для овиниха, духа, проживающего в овине. Он следил там за порядком, как домовой в доме. Ходили в день Натальи Овсяницы и Адриана Осеннего в лес по грибы, которых в этот период было в изобилии. Также собирали калину и рябину, целебные ягоды, из которых готовили варенье, настои, чаи, избавляющие от множества болячек. Из калины делали мармелад, кисели и любимое угощение деток пастилу. Женщины на Наталью Овсяницу 8 сентября обращались за помощью к высшим силам, проводя различные ритуалы, обряды и читая определенные слова. Наши предки верили, что 8 сентября, в день Натальи Овсяницы, нельзя есть какие-либо каши, кроме овсяной.
На этот счет с глубины веков к нам пришла одна народная примета, что тот, кто сегодня станет кашу есть, навлечет на себя неприятности, болезни и хвори. Тот же, кто 8 сентября на протяжении целого дня будет есть блюда из овса, блины, каши, кисели и печенье, всю зиму проживет во здравии и благодати. Нельзя в день Натальи Овсяницы было работать в саду, огороде или в поле. У того, кто ослушается данного запрета, все запасы пропадут, а также начнутся проблемы со здоровьем. Притом заболеть может не только ослушавшийся, но и его родственники. Поэтому этот день лучше провести в домашних делах, делая уборку в шкафах, во дворе, а также в готовке и рукоделии. 8 сентября нельзя было много есть, и желательно было отказаться от вредной и жирной пищи в пользу простой и здоровой. Тот же, кто станет в этот день налегать на еду, в будущем может столкнуться с большими финансовыми проблемами и нищетой. Нельзя в день Натальи Овсяницы жаловаться, даже если у вас на душе скребутся кошки или что-то болит. Сегодняшний день обязательно надо провести в хорошем и оптимистичном настроении. Капризы и нытье только усугубят проблему. Также в этот день народные приметы не советуют лениться. 8 сентября необходимо сделать этот день максимально результативным, поставив перед собой цели, которые обязательно надо достичь. И тогда святая Наталья поможет в будущем получить много денег, достичь благополучия, а также исполнить самое заветное желание. А вот замужним женщинам не стоит 8 сентября выяснять отношения с супругом и его родственниками. Этим можно только усложнить и без того непростую ситуацию. Поэтому сегодня, 8 сентября, нужно встать как можно раньше и помолиться святой о мире и гармонии в семье. И святая обязательно вам поможет. Также, согласно народным поверьям, не разрешается 8 сентября рвать рябиновые ветки ради баловства, потому что именно сегодня, 8 сентября, рябина обладает огромной силой, которая поможет сохранить в семье мир и благополучие, а также защитит от страшных снов. Поэтому и рекомендуется в день Натальи Овсяницы сделать из рябины оберег и хранить его вдали от чужих глаз. Ну а далее, друзья, мы с вами поговорим о лунном календаре на 8 сентября 2021 года. Итак, 8 сентября 2021 года у нас с вами растущая луна. И луна будет находиться в знаке зодиака Весы. И у нас будут 2-е и 3-е лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что это энергетически мощный день. И вот здесь может быть опасность. Почему? Потому что дело в том, что те люди, которые будут колеблиться в принятии решений, не смогут сохранить ясность разума в стрессовых ситуациях, им в этот день будет тяжело. Поэтому в 3-е лунные сутки 8 сентября лучше проявлять активность и инициативность. Это день активных действий. Все задуманное ранее получится вам реализовать без каких-либо проблем. Как мы уже сказали, Луна находится в знаке зодиака Весы, поэтому это подходящее время для отдыха после напряженной работы, обусловленной лунной девой. Лучше всего не начинать чего-либо нового и чего-то глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, который будет основан на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений. Потому что именно сегодня люди могут колебаться между всеми за и всеми против, выискивать достоинства, недостатки,
обдумывать, но так и не прийти к окончательному выводу или суждению. Поэтому принятие ответственных решений лучше перенести на другое, более благоприятное для этого время. Обращаем ваше внимание, что третий лунный день начнется у нас с вами в 7 часов 5 минут по московскому времени. В какой-то степени этот день, как мы уже говорили, он будет достаточно активный, но и в то же время это день борьбы, агрессивности и напора. Возникают конфликты между близкими людьми. Поэтому, чтобы не накалять атмосферу сегодня и не портить настроение ни себе, ни своему окружению, желательно приложите максимум стараний для подавления каких-либо негативных эмоций, перенаправив свою энергичность на физические упражнения. Как мы уже и говорили, Луна находится в фазе растущая Луна. И первая лунная фаза ведет свой отсчет от новолуния и до начала первой четверти Луны. В данный период Луна располагается в начале своего роста, поэтому для первой фазы свойственно увеличение энергии для совершения запланированных дел. Поэтому в этот день мы рекомендуем строить всем планы, приступать к каким-то новым проектам, взвешивать и обрисовывать планы развития новоиспеченных идей. Также стараться внимательно разбирать проблемы и вопросы как будущего периода, так и те, что остались нереализованными с предыдущего лунного месяца. Обращаем ваше внимание, что на физиологическом уровне в первую лунную фазу наш организм начинает накапливать силы. Но, конечно же, Луна только начинает расти, и, соответственно, энергии еще довольно мало для всех сфер жизни, будь то самочувствие, личная жизнь или даже бизнес. Как в работе, так и в личной сфере наступает этап переосмысления нынешних взаимоотношений, и вполне вероятно, что вывод их наиболее имеет высокий уровень. Если вы планируете с кем-то познакомиться, то быстро возникают новые связи и знакомства. Также совместно с ростом Луны и происходит увеличение жизненной энергии. 8 сентября это у нас день недели среда, и этому дню покровительствует Меркурий. В среду удачи ждет прежде всего людей, кто занимается умственным трудом. Вы можете переделать сегодня кучу дел, которые вы откладывали на потом. И вообще среда, она сама по себе вообще хороша для любого вида работы. Особенно легко даются расчеты, работы с компьютером и с большим количеством информации. Также этот день благоприятен для заключения договоров, контрактов, союзов, для плодотворного общения людей. Также этот день хорош и для создания каких-то заделов. В течение этого дня вы можете сделать многое с тем, чтобы максимально высвободить вторую половину недели. Что же касательно стрижки, то именно среда поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится и предвестником неожиданного какого-то известия. И далее, друзья, так как сегодня уже начинается растущая Луна, и именно сегодня, 8 сентября, вы можете провести практику с любым растением для привлечения денег в свою жизнь. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится для этого стакан чистой воды. То есть на протяжении всего дня вы можете набрать стакан чистой воды и полить любое растение. Это может быть растение у вас в доме, у вас в квартире. Если вы не выращиваете и не занимаетесь цветами, комнатными растениями, в таком случае вы можете выйти на улицу и полить стаканом воды любое дерево, но дерево, которое живое, которое здоровое, молодое. То есть старое, гнилое мы не поливаем. И когда будете поливать, обязательно скажите следующие слова. «Бог с тобой, мое сажево. Расти ростком, живи урожаем, цвети, процветай,
богатство мне дай. После того, как полили, если это было на улице, то возвращаемся домой, ни с кем не разговариваем, пока не сполоснем стакан проточной водой. Если мы это сделали в квартире или в доме, в таком случае также споласкиваем, но стараемся, когда мы проводим эту практику, мы ни с кем не разговариваем. Сделали, помыли стакан, поблагодарили высшие силы за то, что вы имеете и что вы хотите иметь, и далее занимаетесь своими делами. Друзья, вот такую практику мы сегодня, 8 сентября, рекомендуем всем провести на привлечение денег, изобилия и достатка в вашу жизнь.